Было это весной 1970 года в небольшом городке Приречном, когда два восьмилетних мальчика, Андрей и Михаил, решили посадить деревья на границе своих участков. Их дома стояли по соседству, и задние дворы разделял лишь условный забор из нескольких досок, память о временах, когда их деды дружили семьями. «Давай посадим что-нибудь особенное», — предложил Андрей, мальчик с вечно растрепанными волосами и мечтательным взглядом. «Чтобы они выросли большими-пребольшими, и все их видели издалека. Дубы», — уверенно сказал Миша, прагматичный не по годам. «Они живут сотни лет. Мой дедушка говорит, что дуб — это символ силы и долголетия. Так в тот день они выкопали 2 ямки в метре друг от друга, точно на границе участков. Родители Андрея привезли саженцы из питомника, где отец работал ландшафтным дизайнером. Мальчики бережно поместили молодые деревца в землю, утрамбовали почву и обильно полили водой. «Теперь нужно дать им имена», — серьезно сказал Андрей. «Все особенные деревья должны иметь имена». «Пусть будут Сильвер и Голд», — предложил Миша, недавно прочитавший приключенческую книгу про пиратов и сокровища. «Сильвер и Голд», — торжественно повторил Андрей, дотрагиваясь до тонких стволов. «Растите крепкими и большими». Они поклялись заботиться о деревьях и встречаться каждый год в день посадки, чтобы измерять, насколько выросли дубы. Это была первая настоящая клятва в их жизни, и они отнеслись к ней со всей серьезностью, на которую способны 8-летние дети. Первые 10 лет дубы росли вместе с мальчиками. К своему 18-летию Андрей и Миша уже могли сидеть в тени молодых деревьев, которые достигли 5 метров в высоту. Каждый год они делали отметки на стволах, измеряя рост. Сильвер, дерево Миши, развивался немного быстрее, что вызывало шутливую ревность у Андрея. Эти годы были золотым временем их дружбы. Они вместе ходили в школу, играли в одной футбольной команде, вместе влюблялись в одноклассниц и доверяли друг другу свои самые сокровенные тайны. Деревья стали свидетелями их первых побед и разочарований, первой любви и первых серьезных решений. Все изменилось, когда пришло время выбирать жизненный путь.